Всем 안녕, это Хион. Сегодня у нас очень важный день. Мы совершим кимчан. Кимчан это корейская традиция заготовки кимчи на год. Сегодня я вам покажу, как мы приготовим и как мы отвечаем этот день после завершения заготовки кимчи. Погнали! А что такое кимчи? Кимчи – это корейское традиционное острое и ферментированное блюдо из квашеной капусты, а могут использовать и другие овощи, приправленные из различными специями. Это неотъемлемая часть корейской кухни, используется как закуска к основному блюду. Кимчи он всегда на столе, поэтому нам нужно много его, и поэтому мы заготавливаем кимчи на целый год поздно осенью. Давайте собирать капусту. Сначала собираем капусту. Корейцы обычно говорят, что капуста после первых заморозков вкуснее, поэтому мы поздно собираем ее. Можно покупать капусту в магазине, но в этом году капуста дорого стоит. В магазине около $3 продается. Но обычно наша семья сама выращиваем капусту для кимчан. Вот так хорошо, что у нас капуста с дачи. Пока собираем капусту, делаем надрез посередине. Вот так. Собрала около 40 качанов капусты. Кстати, почему такая капуста называется викинской? Теперь будем мариновать капусту. Мы будем готовить 80 качанов капусты. Чтобы их замариновать, нужно 15 кг соли. Растворяем половину соли в воде. Капусту складываем в таз одним слоем. Насыпаем соль. И складываем еще один слой капусты и так далее. Наливаем воду, чтобы она покрыла капусту. Так оставим на 12 часов, а если большая капуста, то надо мариновать 24 часа. Вот тут есть замаринованные капусты, которые я вам показала, да? В двух тазах есть около 40 качанов. Много. Здесь еще 40, около 45. Не заметили, что у нас есть еще? Еще? Когда мы успеем все приготовить? Не знаю, слишком много. Вот теперь приготовим бульон для кимчи. Какие ингредиенты нужны? Вот это сушеный минтай, он из России. Россия. Вот еще ламинария. Еще нужны сушеные грибы. Это называется шитаке по-японски. Еще курицу добавим. Вот этот ингредиент особенно создает послевкусие кимчи, поэтому мама всегда обязательно добавляет ингредиент. Это маминый секретный рецепт. И еще редиска дайкон. И 10 штук лук. Здесь 10 штук луков. 10. Вот все. И쁘다. Вот еще мы добавили грибы. Они одинаковые грибочки, но просто вот это круглое мама собирала в горах. И она сама посушила, и будем добавить вот так. Теперь добавим сушеные минтай. Вау! 맛있는 냄새나. очень вкусно пахнет. Да, там сколько ингредиентов.
Вот мы все ингредиенты добавили, вот так надо кипятить 2 часа. Подождем. Сейчас собираем какое-то растение, называется на корейском гад. Я погуглила, но вне Кореи, но вне Азии тяжело найти такого растения. Мы тоже это сами выращиваем для кимчи. Растения не мягкие, у них есть какое-то косточки есть. Вот растения с цветочками мы не собираем. Это невкусно будет. С растением, с цветочком. Вот это одна вынимашка, вот такие, да? Нужное количество для приготовления кимчи 80 качанов. Мы это будем добавить начинку. По мелкому нарезать надо и потом начинки. Такая тяжелая. Пойдем. Обычно в кимчи добавляют сахар, но в нашей семье вместо сахара мы добавляем вот это яблоко и грушу. Вот теперь буду почистить их и измельчать в миксере. Сушеные креветки – это мамин секретный ингредиент. Создает свежий вкус кимчи, тоже измельчаем. Бульон потихоньку готовится. Ночная работа. 12 часов прошло, теперь надо промывать. Сначала отрезаем ненужные корни капусты. Промываем 3 раза, чтобы убрать соль. Теперь оставим так, чтобы вода ушла. Натеряем редиску дайкон, чтобы отдельно приготовить кимчи из дайкона. Кто лучше натеряет? Это я и мама натеряет 2 разными способами. Все, тяжело и холодновато. Зато завтра будет полегче. Скорее всего, капуста приснится. Сегодня второй день ким장. Мы вчера замариновали и промыли вот это все качаны. Вот так готово. Помните, мы вчера ночью промыли. Сегодня будет готовить начинки для кимчи. Уже почти все ингредиенты готовы. Мы до кимжанга потихоньку подготовили к кимжан, потому что нужно очень много ингредиентов. Это невозможно готовить за один день. Мы измельчили все ингредиенты в миксере. Вот это самый главный ингредиент. Это молотый красный перец 9 кг. Еще чили соус из маринованных анчоусов. Тоже маринованные креветки, очень соленые. Тут есть очень мелкие, маленькие креветки. Целиком. Знаете, что чтобы завершать кимжан, очень много труда. Поэтому корейцы отмечаем вот этот день с мясом и еще ойстером. Сейчас вам покажу, как мы приготовим. Это сварим мясо и как едят это с свежим кимчи. Сейчас вам покажу, какие ингредиенты нужно, чтобы сварить вот это свинину по-корейски. Вот, нужно еще целиком мясо и еще нужна соевая паста. домашняя. Еще перец, белый перец, который мы купили в Вьетнаме.
еще нужно вот это имбирь. Еще нужно 4 лука, мы пополам порезали. Лук добавим. Вот. У кого большие руки, моя мама. Вот. Сколько мяса она купила. Еще добавим имбирь. Белый перец. Один маленький пакет кофе. Самое главное это соевая паста, 된장. 이거 웃겨야 되지 않아? Знаете, это листики, да? Еще добавим, чтобы убирать запах. Я думаю, что будет очень вкусно и надо очень хорошо работать сегодня, чтобы есть мяса много. И мы еще едим мясо в 김장 и ойстеры едят. Корее продают ойстеры уже без кожуры. Вот такие. Просто дома надо хорошо помыть. Вот так я попробую. Очень вкусно, прям чувствую запах моря, и из-за него ойстер очень соленый. Свежий ойстер хорошо сочетается с свежим кимчи. Теперь перемешиваем все ингредиенты для начинки. Это измельченная редька. Это сушеные креветки. Вот это имбирь. Вот это лук. Вот это яблоко, которое мы вчера измельчили. Вот это чеснок. О, очень много чеснока нужно. Вот это еще груша. Соус маринованных анчоусов. О, это очень главный ингредиент на самом деле. Без него тяжело придумать готовить кимчи. Вот я попробую. Я чуть-чуть намокала. Очень супер-пупер соленый. Сироп арони. Сироп такой жидкий, да? Помните, который мы вчера сварили бульон? Еще добавим. Вот оно. Мама хочет еще добавить красный перец. Говорят, что недостаточно красный. Может, 그래? 아이고, 옷에 이거 좀 넣어줘야 돼. 이거 하나. 오, 이거 무지 뭐하게. 엄마 이거 너무 많은 거 아니야? 저거 꼬들빼기 있잖아. Вот это еще 마ленький зеленый лук. 우리는 가지를 몇 개, 이게 너가 이쪽으로 와. 다 묻혀. 이런 거 들어가니, 이거 다 묻히네. 아! 일단 크레비트기 добавим. 됐어요? 아니, 더 넣어야 돼. 아, 엄마 짠 거보다. 이거는 될 것 같은데 언니? 짠 거를. Идут дебаты. Нужно ли еще добавить маринованных креветок? А будет ли достаточно соленый? 우선 이거. Начинка для редьки и капусты одинаковые. 아, 괜찮아. 이거 빠졌다. 혜연아, 이제 이거 다. 그냥 한 통만 먹을 거 쓰면 돼요. 그치. 이것도 많아. 고금, 엄마 손이 커가지고. Мама и тетя перекладывают дайкон туда-сюда, потому что они не могут договариваться о необходимом количестве. 근데 싱겁다, 엄청. 어? 싱거워. 아이, 그냥 이 정도 해. Начинка готова. Смажать капусту начинкой, чтобы каждый слой стал красным. Моя работа. Пополнять начинку на столе, вместе смазывать и пробовать. 이렇게 먹을까? 오케이, 그냥 이렇게 해갖고 그냥 왜냐면 바르지 않아도 돼. 아, 돼? 그래, 그냥 대충. 나는 이제 속 안에까지 넣었는데. 뭘 안에까지 물들면 다 먹는. Вот очень красиво выглядит.
Пока мы работаем, мы проголодаем. Ойстеры и мясо вместе возьмем и вот так положим. Чуть-чуть начинку положим. Вот так и есть. 맛있어 보이네. все приготовили. В контейнер и накрываем пакетом. Сейчас расскажу, сколько примерно все это стоит. Для приготовления кимчи нужно очень много ингредиентов. Если брать китайский продукт, то получается дешевле, но обычно корейцы предпочитают купить корейские. Все расчеты на основе нашего объема ингредиентов 80 качанов капусты. Если покупать капусту и дайкон, то примерно стоит $100. Ингредиенты всякие для начинки стоят около $300. Общая сумма для кимчи получается где-то $400. Самый дорогой ингредиент это молотный красный перец. 600 грамм стоит около $10, соответственно 12 килограмм стоит $200. И еще корейский чеснок, он дорогой, $50 для заготовки 80 качанов. Без кимчи на столе тяжело говорить о корейской кухне, без него скучно есть. Мы едим кимчи как закуску и еще готовим блины и суп из кимчи. Вот это 80 качан, нормальный объем для одной семьи от 4 человека. Сейчас пора есть. Пора есть. На столе вареный осьминог, свежий кимчи, вареная свинина по-корейски, маринованная капуста, чтобы заворачивать мясо, кимчи из редика дайкон с устрицами. 한잔 하세요. 네, 고생하셨어요. 밥 먹고 가니까 좋지. Как мы храним кимчи? Вот у нас есть специальный холодильник для кимчи, вот это. Это обычный холодильник, вот это специальный холодильник только для кимчи. Мы в прошлом году заготовили кимчи в ноябре, уже год прошло, вот я покажу наш холодильник для кимчи. Видно? Тут очень пусто, ничего нету. Мы просто съели. В прошлом году мы заготовили 70 качанов, но сейчас ничего нету. Надо пополнить холодильник снова. Тяжело. Вот все сложила и отлично. Все. Если вам интересно посмотреть, как я работаю, да, тогда лайк и подписка. 안녕.